Ваши волосы постоянно секутся, ломаются и повреждаются. В этом видео расскажу о главных причинах, по которым это происходит. Химическая завивка, бразильское выпрямление, кератин – это самое страшное, что вы можете сделать с вашими волосами. Вы должны понимать, что любое перманентное изменение формы волоса невозможно без существенных разрушений в его структуре. Как бы красиво ни назвал маркетолог эту процедуру – биозавивка, кератин для волос. Во время процедуры химического выпрямления либо завивки волос в волосах разрушают дисульфидные связи. И именно они отвечают за перманентную форму наших волос. Также нужно понимать, что чем сильнее степень химического воздействия, тем серьезнее будут повреждения. Конечный результат перманентного выпрямления либо завивки волос во многом зависит от профессионализма мастера, который делает это выпрямление. Поэтому, если для вас, например, кератиновое выпрямление – это своеобразный выход, то я искренне рекомендую вам найти хорошего мастера. Вторая причина, которая сильно влияет на качество ваших волос, это неумелое или агрессивное осветление или окрашивание волос, даже если вы окрашиваете волосы тон в тон. При окрашивании волос разрыхляется щелочным составом, благодаря чему вещества красителя проникают внутрь кортекса и делают там свою работу по осветлению природного пигмента и по заполнению волоса новым искусственным пигментом. По этой схеме работают все перманентные красители, независимо от того, аммиачный он или безаммиачный. Поэтому окрашивание должно быть бережным. Колорист поможет подобрать правильную краску и правильный процент оксида под ваши волосы с учетом их особенностей и структуры. Третьим в списке убийц ваших волос является использование на постоянной основе высоких температур, то есть укладка термоприборами. Здесь, конечно же, нужно различать сушку феном на комфортных температурах или выпрямление или завивку волос на утюжки или плойку, где прибор разогревается до 200 градусов или даже выше. При высоких температурах от 130-140 градусов по Цельсию и выше в волосах начинают происходить серьезные разрушения кутикулярного слоя, кортекса, кератина и даже пигмента волоса. А если при этом ваши волосы еще и влажные, то есть вы используете утюжки на влажные волосы, пытаетесь разгладить влажные волосы утюжками, например, то повреждения будут еще более агрессивными. При таких высоких температурах вода внутри волоса начинает превращаться в пар. Вместе с закипанием воды на поверхности волоса образовывается такое утолщение в виде пузырька, поэтому такой эффект иногда называют пузырьковые волосы. Поэтому никогда не используйте высокие температуры на влажных волосах. Чем чаще вы используете высокие температуры на волосах, тем сильнее у вас будут повреждаться волосы. Минимизировать повреждения от использования термоприборов, в том числе при сушке феном, помогают термозащиты. Но нужно понимать, что это далеко не стопроцентная защита. Если вы хотите больше знать о том, как работает термозащита, как выбрать термозащиту, что искать в составе, то дайте знать в комментариях. Следующий неочевидный фактор, повреждающий ваши волосы, это переувлажнение волос. Дело в том, что волосам вредно слишком долго находиться в мокром состоянии. В структуре волоса есть липидный слой, который отталкивает лишнюю воду и защищает волос от набухания. То есть, по сути, волосы гидрофобны. Переувлажнение волос приводит к серьезным разрушениям кутикулярного слоя, белковой спирали, и волос в результате может стать слишком мягким, плохо держать форму. Но это не значит, что теперь нельзя мыть голову. Нет, просто во всем нужна мера. Не нужно спать с мокрой головой. Не нужно постоянно сушить волосы естественным путем, особенно если они у вас густые, толстые и плохо сохнут. Еще один фактор, который сильно повреждает наши волосы, это постоянные агрессивные механические воздействия на волосы. Вообще механические повреждения волос – это нормально, потому что мы живем не в вакууме, и волосы, не знаю, просто трутся об одежду, и уже кутикула повреждается. Механические повреждения – это как бы естественный износ наших волос. Но я говорю об агрессивном отношении к волосам. Например, когда вы со всей силы расческой дерете волосы от корней, пытаясь их
распутать. Или когда вы полотенцем трете волосы, пытаясь их высушить. Вот это агрессивное отношение к волосам, агрессивные механические повреждения. И все эти повреждения можно минимизировать. Например, не тереть волосы полотенцем, а просто промакивать. Использовать для этого более гладкие ткани с низким ворсом. Расчесывать волосы не 100 раз перед сном, а по мере необходимости. Аккуратно, начиная от кончиков, разделяя волосы на части при этом. Итак, в этом видео я перечислила основные факторы, которые сильно повреждают ваши волосы и не помогают вам отрастить нужную длину. Я бы хотела достучаться до рациональности в вашем мышлении и до того, чтобы вы поняли, что не нужно кидаться в панику после просмотра этого видео и выкидывать утюжки. Нет. Если вам нравится иногда, например, выпрямлять волосы, либо подкручивать волосы на плойку, то, пожалуйста, делайте это. Просто используйте, например, термозащиту и, не каждый день используйте термоприборы на своих волосах. Если же вы выпрямляете волосы каждый день утюжками, разогретыми до 200 градусов, то, возможно, ваш вариант сделать кератин. То есть ко всему должен быть продуманный, рациональный подход. Ну и в заключение хочу сказать, что, естественно, исходная структура волос у каждого разная. У кого-то волосы могут повреждаться быстрее, у кого-то медленнее, по простой причине того, что у кого-то волосы тоньше, а значит и кутикулярный защитный слой будет тоньше, у кого-то толще, и волосы смогут вынести большее количество повреждений. Поэтому никогда не сравнивайте свои волосы с волосами вашей подружки. Но у меня на сегодня все. Живите долго. Пока!